Привет, друзья! С вами Лада, и мы уже официально готовимся к Новому году. А Новый год – это новые идеи. В этом видео я представлю вам идеи новых елочных игрушек и очень надеюсь, что они вам понравятся. Игрушек получилось довольно много, поэтому я их разделила на два видео. Это первая часть плетения елочных игрушек. Скоро выйдет вторая часть, не пропустите. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Тогда вы будете в курсе выхода новых видео. И начинаем плести звездочку. Первый вариант. Для звездочки я взяла две трубочки и очень аккуратно нарастила их друг с другом. Сейчас по линейке я отмеряю 7 сантиметров и делаю вот такой надлом. Таких надломов будет 5. А сейчас из этой трубочки по этим надломам я складываю форму звездочки, так как на видео. Чтобы конец у нас не разошелся, фиксирую все прищепкой, но ничего не клею. В будущем этот кончик я подрежу, но это будет попозже. У нас получился такой скелетик звездочки. Тот конец трубочки, который у нас длинный оказался, я немного разминаю, чтобы он был мягкий, податливый, и вывожу его наверх. Этот конец у нас превращается в рабочую трубочку, и сейчас я и начинаю плести витки на внутренних углах звездочки. Каждый раз рабочая трубочка всегда возвращается в центр и выводится наверх. И обратите внимание, что внутренние эти углы оплетаются не друг за дружкой, а через один. На самом деле здесь рабочая трубочка укладывается сама так, как нужно. Ну и последний этап плетения звездочки. Здесь у нас опять выведена рабочая трубочка наверх, в серединку. И я ей начинаю плести вторые витки на внутренних углах, так как на видео. Также эта рабочая трубочка укладывается не на каждый виток друг за дружкой, а через один. Здесь нужно обязательно следить за серединкой, куда выводится рабочая трубочка наверх. Эта серединка здесь может теряться, потому что здесь не очень большое расстояние между витками и между трубочками получается. Поэтому внимательно следите за серединой, следите за тем, куда вы выводите рабочую трубочку наверх, и все получится. По сути, звездочка готова. Сейчас с обратной стороны я прячу рабочую трубочку под следующий виток, и она даже сама туда укладывается, и обрезаю тот конец, который у нас в самом начале появился. Теперь покажу второй вариант плетения звездочки. Он очень похож на первых этапах. То есть сначала мы с вами сформировали скелет звездочки и затем оплели внутренние углы. И на этом этапе мы с вами меняем направление плетения рабочей трубочкой. Теперь мы не плетем вторые витки по внутренним углам, а плетем уже новые витки посередине каждой вершинки внутри. Ну и, конечно, опять же следим за серединкой, куда мы выводим рабочую трубочку наверх. Если что, можно помочь ножницами расширить эту серединку, чтобы рабочая трубочка хорошо продевалась. И заканчиваем плетение звездочки. С обратной стороны мы также прячем рабочую трубочку, обрезаем все концы торчащие, звездочка у нас готова. И еще покажу другой вариант плетения звездочки. Итак, здесь у меня сделаны два этапа, то есть каркас звездочки и оплетание внутренних углов звездочки. И сейчас я приступаю к следующему, последнему этапу. И рабочей трубочкой я начинаю оплетать внешние углы верхушки этой звездочки. Каждый раз рабочая трубочка делает виток на вершинке, вовнутрь и возвращается в центр наружу.
И как обычно в конце работы, когда верхушки уже оплетены, рабочая трубочка с изнаночной стороны очень хорошо поправляется и прячется за соседний виток. Там все обрезается лишнее торчащее и звездочка готова. И показываю другой вариант, последний вариант плетения звездочки. Здесь у меня готов каркас звездочки и сделаны витки по внутренним углам звездочки. Теперь я рабочей трубочкой продолжаю делать витки, и делаю я их по кругу, ничего не пропуская. То есть сначала я делаю виток на внутреннем угле звездочки, затем на той стороне, которая находится посередине вершины, делаю 2 витка, трубочку постоянно продеваю внутрь, в середину наверх и делаю следующие витки по кругу. Когда звездочка готова, я с изнаночной стороны убираю рабочую трубочку под соседний виток и все лишнее обрезаю. Звездочка готова. На самом деле таких вариаций звездочек можно придумать огромное количество, так что фантазируйте, не бойтесь и творите. Следующая игрушка на очереди – снежинка. Начинаем ее плести. Берем трубочку, очень хорошо разминаем ее в руках, чтобы она была мягкой, податливой, и из нее делаем вот такой кружок. Чтобы этот круг не расплелся, можно зафиксировать его малярным скотчем. И сейчас начинаем плести лучики снежинки. Я беру другую трубочку, очень хорошо ее также разминаю в руках, чтобы она была мягкой, податливой, и одним концом закрепляю ее вот в это колечко внутрь. Но и длинный конец трубочки у меня превращается в рабочую трубочку. Именно им я продолжаю плетение дальше. Отступая от этого кольца где-то сантиметра на 2,5 на 3, я начинаю закручивать рабочую трубочку вот таким образом, как на видео. И далее вывожу рабочую трубочку с внутренней стороны колечка и делаю следующий виток вокруг самого колечка. После этого делаю виток рабочей трубочкой еще, но не полностью, вывожу ее на внешнюю сторону и завиваю следующий лучик. И все повторяется заново. Вообще эти лучики, эта снежинка плетется очень легко. Главное здесь иметь мягкие податливые трубочки, чтобы они не заламывались у нас при плетении. Именно для таких елочных игрушек трубочки у меня здесь немного другие, менее плотные, чем мои обычные. Здесь эти трубочки я крутила на спицу 1,5 мм и брала полоску 6,5 см. Такими трубочками очень легко и очень приятно делать витки, которых, конечно же, в этом изделии очень много. По такому же принципу мы с вами продолжаем плести эти лучики и снежинку дальше. Получается у нас один виток, один лучик, один виток, один лучик. Тот конец трубочки, который у нас торчит, который мы с вами подставляли в самом начале, его можно убрать в само плетение, в само колечко, либо сразу же при плетении первых витков и первых лучиков, повернув его вправо, либо влево уже в самом конце. Ну вот, снежинка почти готова. Делаю последние витки, немного подтягиваю снежинку, чтобы все витки влезли. Вот эту рабочую трубочку я вставляю в основание самого лучика, немного расширяя это место ножницами, чтобы трубочка легко туда влезла. И с изнаночной стороны я трубочку эту прячу под соседний виток, обрезаю, снежинка готова. А теперь покажу, как сплести вот такого милого ангелочка. Я беру 2 трубочки, складываю их таким образом, как на видео, и беру следующую трубочку и подставляю ее также
посерединке вот этих двух сложенных трубочек, как на видео. Беру следующую трубочку, кладу ее с нижней части этой конструкции и наверху делаю вот такой перекрест. Конец верхней рабочей трубочки я завожу внутрь, назад и укладываю вниз. Теперь из двух концов этих трубочек я формирую вот такие крылышки. Размер крылышек может быть любой по вашему желанию. И теперь всю эту конструкцию я закрепляю другой трубочкой. Вот таким образом продеваю ее сквозь крылышки внутрь и на другой стороне этой трубочкой завязываю узелок. Торчащие эти концы подрезаю. Также подрезаю концы трубочек, которые под крылышками располагаются. И ножницами срезаю, вырезаю форму платьица ангелочка. И ангелочек готов. Согласитесь, его очень легко сделать из наших газетных трубочек. Единственное, что трубочки не должны быть сильно плотные, иначе последний узелок будет достаточно сложно сделать. Вот такие елочные игрушечки у нас получились. Я очень надеюсь, что эти идеи вам понравятся и пригодятся. Кстати, елочные игрушки в красном цвете и с патиной смотрятся довольно эффектно, на мой взгляд, как вы думаете? Ну и, конечно, несравненный плюс этих елочных игрушек в том, что они не разобьются, даже если кот прыгнет на елку и все уронит. Кстати, такой набор елочных игрушек станет отличным подарком на Новый год друзьям и близким. А еще все эти игрушки двусторонние, и не нужно переживать, что изнаночная сторона будет некрасиво смотреться. Как раз в этих видео я и показываю, как же убрать трубочку так с изнаночной стороны, чтобы ее было совсем не видно. Обязательно напишите в комментариях, какая елочка у вас будет на этот Новый год, и какие елочные игрушки вы будете на нее вешать. Будете ли вы их плести своими руками? Мне будет очень интересно почитать. Легкого плетения вам вдохновения, друзья. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока! Привет, друзья, с вами Лада, и мы уже официально готовимся к Новому году, а Новый год – это новые идеи. В этом видео я представлю вам идеи новых елочных игрушек и очень надеюсь, что они вам понравятся. Игрушек получилось довольно много, поэтому я их разделила на два видео. Это вторая часть, второе видео по плетению елочных игрушек. Первая часть выходила совсем недавно, ссылку на нее я обязательно оставляю в описании. И сейчас покажу, как сплести вот такой сапожок. Я взяла трубочку и вставила в нее проволоку. Она у меня флористическая, 0,95 мм в диаметре, очень тонкая, но можно и без проволоки обойтись. Также конструкция будет хорошо держаться. Из этой трубочки я делаю вот такую загогулину, как на видео. Беру вторую трубочку и укладываю ее на эту загогулину. Здесь важно, чтобы конец внизу этой трубочки оставался не слишком коротким. И начинаю всю эту конструкцию оплетать так, как на видео. Сначала на первом ряду, вот когда делаю первый виток, я оплетаю конструкцию, как будто бы у меня две стойки. А уже на втором ряду я эту серединную трубочку засчитываю за серединную стойку и начинаю конструкцию оплетать уже в зависимости от этого обстоятельства. Здесь у меня идет небольшое расширение, но не слишком сильное, иначе впоследствии будет неудобно плести этот сапожок. Я проплела 3 ряда, рабочая трубочка у меня остановилась у левой стойки. Очень хорошо всю эту конструкцию подтягиваю, чтобы ряды были плотно-плотно друг к дружке. И сейчас рабочей трубочкой на левой стойке я делаю виток. Получается, что наша левая стойка, на которой мы делали двойной виток, стала внизу. И сейчас я рабочей трубочкой снова делаю виток, двойной виток на этой нижней стойке. И дохожу до серединной стойки, разворачиваю рабочую трубочку снова к нижней стойке. Получился у меня такой укороченный ряд. В этом месте надо быть внимательным, потому что именно в этом месте мы формируем с вами пяточку башмачка. И снова рабочей трубочкой я сделала виток на нижней стойке. И далее плету ей же до верхней стойки. Разворачиваю обратно, плету до нижней стойки. Снова на нижней стойке делаю двойной виток, плету укороченный ряд до серединной стойки, снова до нижней стойки.
Делаю на ней двойной виток и иду к верхней стойке. Параллельно я стоечки направляю уже как бы наверх, то есть пяточка у нас немного начинает формироваться, вы это видите. Ну и соответственно параллельно я все время подтягиваю плетение ряд к ряду, чтобы было плотненько. Вот этот весь принцип плетения с двойными витками, с укороченными рядами я повторяю еще раза 2. То есть получается у нас все 4 ряда идут полные с укороченными витками, с двойными витками на нижней трубочке. Если вам сложно так понять принцип плетения на словах, то обязательно смотрите видео и параллельно повторяйте плетение. Тогда сразу же принцип плетения этого башмачка станет понятен, все встанет на свои места и все получится. Ну и я сейчас вам подсчитаю, сколько рядов в общей сложности получилось. Итак, 13 полных рядов, 4 ряда укороченных и 9 двойных витков на крайней стойке. Это число, конечно, может изменяться в зависимости от вашего изделия, потому что у всех разные трубочки, у всех разная плотность плетения, поэтому, конечно, нужно ориентироваться именно на ваше изделие. Ну и когда я заканчиваю сапожок, я рабочую трубочку прячу с изнаночной стороны вот туда в стоечку, обрезаю все ненужные торчащие стойки, кроме середины, а серединную стоечку я складываю вот таким образом в такую петельку и конец заправляю на изнаночной стороне в виток. И вот такой сапожок готов. А теперь сплетем первый вариант елочки. Берем трубочку, складываем ее пополам, как на видео. И берем следующую рабочую трубочку, которая превратится у нас в 2 рабочих трубочки. Подкладываем ее под сложенную трубочку, так как на видео. И сверху делаем перекрест. И сразу же вот эти концы трубочки прячем под стойки. И таким образом у нас с каждой стороны торчат по трубочке. Они и будут нашими рабочими трубочками. И начинаем делать витки. Поочередно сначала правой рабочей трубочкой делаем виток вокруг правой стойки и сразу же ее укладываем под низ левой стойки. И также левой рабочей трубочкой делаем виток на левой стойке и укладываем ее под правую стойку. И далее начинаем снова с правой рабочей трубочки и укладываем ее под левую стойку и также левую рабочую трубочку делаем виток, укладываем под правую трубочку стойку. И по ходу дела постепенно раздвигаю стойки, расширяю плетение. Когда заканчиваю плетение рабочей трубочки, я убираю, прячу к стойкам. Стойки обрезаю. Елочка готова. А теперь покажу второй вариант елочки. Плетение, кстати, мне этой елочки приснилось во сне, и я его решила реализовать сразу же утречком. Итак, мы берем 2 трубочки, складываем их пополам так, как на видео, и вот эту внутреннюю трубочку я немного опускаю вниз. Здесь нужно взять другую рабочую трубочку. У меня здесь 2 трубочки, нарощенные друг с другом, для того, чтобы получилась одна такая большая длинная трубочка. И сейчас я ее укладываю под низ этой конструкции и вывожу наверх концы этой длинной трубочки и делаю вот такой перекрест, так как на видео. И сразу же я развожу вот эти двойные стойки в разные стороны. И у меня сразу же получились 2 рабочие трубочки по бокам с левой и с правой стороны. Сейчас я каждой рабочей трубочкой делаю 1 виток на каждой стойке, на правой и левой. И теперь сразу же после сделанного витка я правую трубочку рабочую укладываю на левую стойку, а левую трубочку, которая у меня идет снизу, укладываю на правую стойку, так как на видео. Далее снова делаю витки.
Правой рабочей трубочкой делаю виток на правой стойке двойной, левой рабочей трубочкой на левой стойке двойной. И снова после сделанного витка правую рабочую трубочку укладываю на левую стойку, а левую трубочку укладываю на правую стойку. Плету так дальше, и интересный узор получается. Так как в трубочках-стойках у меня проволоки нет, то я очень внимательно слежу за конструкцией, постепенно расширяю ее для того, чтобы было похоже на елочку. Если вам сложно управляться с такими стойками, то вставьте в них проволоку, и процесс пойдет гораздо легче. Если у вас нет проволоки, не стоит расстраиваться. Вы можете для стоек взять более плотные трубочки и сухие. Они очень хорошо держат форму. Сейчас я вижу, что мне хватает длины проплетенной елочки. Я делаю последний виток правой рабочей трубочкой на правой стойке и отодвигаю ее в сторону к левой стойке, прячу ее между двумя стойками. Здесь этот конец трубочки можно обрезать, но я этого не сделала, сделала в конце, но ничего страшного. Левой трубочкой я делаю виток, и вот если бы я обрезала рабочую трубочку, торчащую именно на этом этапе, то все бы вообще спряталось идеально. Итак, левой рабочей трубочкой я делаю виток на левой стойке и прячу ее внутрь к правой стойке. Очень хорошо подтягиваю всю эту конструкцию, особенно левую часть, и обрезаю все торчащие трубочки, также обрезаю все стойки. Елочка готова. А теперь покажу, как сплести вот такую загогулину, или как девочки-плетельщицы назвали эту елочную игрушку каплей. В общем, приступим. Честно говоря, именно на этой игрушке мне очень сложно комментировать свои действия, но я сильно постараюсь. Итак, здесь я беру трубочку, у меня такая длинная трубочка, это две трубочки, нарощенные друг с другом. И сейчас я из этой длинной трубочки делаю вот такую загогулину. Получается у меня две петельки, одна коротенькая маленькая наверху и другая большая снизу. И делаю рабочей трубочкой то тем длинным концом, который у меня остался сбоку, завитки. После того, как я сделала 4 витка, и обратите внимание, что они немного расширились, я вставляю в середину огрызок трубочки, сложенный вдвое вот таким образом, то есть получается у нас внешний виток, внешняя капелька и внутри такая капелька образовывается. И рабочей трубочкой, которой я делала витки с самого начала, я сейчас разделяю всю эту конструкцию на две равных части и начинаю плести как бы восьмеркой простым ситцем. И после того, как я таким образом проплела несколько рядов, ряда 3-4, ну, все это в зависимости от того, какого размера это ваша игрушка, у меня она не слишком маленькая, поэтому здесь и получилось достаточно много рядов. Я сейчас начинаю рабочей трубочкой оплетать именно вторую часть этой игрушки. Здесь у меня получается, я оплетаю рабочей трубочкой 2 стойки и оплетаю ситцем или восьмеркой. Здесь вы, конечно, видите, что внешняя сторона этой игрушки гораздо больше, чем внутренняя, поэтому, чтобы как-то уравновесить наше плетение, чтобы у нас были равномерные витки, я делаю для большего объема двойные витки по внешней стороне игрушки. Здесь я не могу сказать точно, сколько рядов вам нужно конкретно проплести в той или иной части этого изделия, потому что размеры игрушек у всех разные, трубочки у всех разные, плотность у всех разная, ну, как я уже говорила, да, все по-разному получается. Поэтому обязательно нужно смотреть, исходя из вашей ситуации, так сказать, применять интуицию и глаз. Когда я вижу, что плетение немного расширяется и там мне нужно заполнить объем, то я делаю двойные витки. Как только я вижу, что в принципе у меня плетение сравнивается, то я двойные витки не делаю и продолжаю оплетать простым ситцем восьмеркой.
Ну вот я практически закончила плести эту игрушку. Там в конце я доплетаю все это дело ситцем и укладываю рабочую трубочку внутрь. Она как раз у меня уходит в это место. И с обратной стороны я ее обрезаю. При плетении этой игрушки может возникнуть такая ситуация. Когда мы с вами подходим к концу, то у нас какая-то стойка может быть даже больше, чем того требуется. И здесь я могу дать вам такой совет. Когда вы плетете конкретно эту игрушку, обязательно смотрите на ее форму, на ее фигуру, какая она у вас получается. И по мере оплетания стоек будьте с ними аккуратнее, располагайте их более-менее прямо, и тогда у вас все получится. Если вы не уверены в своих силах, то вы можете в трубочку, из которой делали эту фигуру, вставить проволоку, и тогда вот эти стойки будут очень хорошо держаться. А еще можно попробовать плести оба края этой игрушки, левый и правый, и тогда у вас две рабочие трубочки будут соединяться в центре. Ну, конечно, там сложность будет с тем, чтобы спрятать эти концы, но если вам так будет удобно, то, в принципе, этот вариант тоже подходит. Ну вот такая необычная елочная игрушка капелька готова. Ну а шарик с колокольчиком плетется очень легко, особенно шарик. Это практически плетение круглого донышка. Ну, соответственно, все стойки мы потом обрезаем, оставляем одну, ее загибаем с изнаночной стороны в виде вот такой петельки. Ну а колокольчик тоже плетется довольно-таки легко. У колокольчика начало то же самое, как и у сапожка, а потом мы идем на расширение. И там уже убираем рабочую трубочку, и колокольчик готов. А в трубочку основы можно вставить проволоку, чтобы она хорошо держала форму. Вот такие елочные игрушки получились. Если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите. Там я показываю плетение звездочек, снежинки и ангелочка. В этот раз игрушек получилось очень много. Напишите, кстати, какая игрушка елочная вам понравилась больше всего. Мне будет очень интересно почитать ваши варианты. Легкого плетения вам, вдохновения, друзья. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!